Что вы знаете о Юпитере? Огромный газовый гигант, второе по массе и по величине тело после Солнца в Солнечной системе, планета с наибольшим количеством спутников и спаситель Земли от астероидов, ничего не упустили. На первый взгляд нет, но в реальности в последние годы мнения ученых о Юпитере в некоторых аспектах изменились радикально. Начнем, к примеру, со спутников. Если сложить массу всех планет Солнечной системы, то они все равно будут вдвое легче Юпитера. В таких условиях логично предположить, что и спутников у газового гиганта должно быть больше всех, но на самом деле ситуация меняется. Юпитер занимал первое место в этом соревновании буквально пару месяцев. В феврале 2023 года ученые из Центра планетарных исследований похвастались находкой у газового гиганта 12 новых лун, доведя их общее количество до 92, что на 9 больше, чем у второго в списке – Сатурна. Однако счастье Юпитера длилось недолго. Уже в мае того же года международная команда ученых объявила об открытии у Сатурна 62 новых лун. Цифра впечатляющая, и теперь у Сатурна официально 145 спутников. Большинство из них, правда, небольшие каменюки диаметром в пару километров, но правило есть правило. И в этой гонке Сатурн снова лидирует, причем с заметным преимуществом. Ученые предполагают, что большинство из 62 новых лун Сатурна – дети пары гораздо более крупных спутников, которые когда-то столкнулись. Эта история открывает двери ко второму факту о Юпитере, который ученые полностью переосмыслили. Как вообще Юпитер мог стать настолько огромным и при этом остаться в балансе с другими, более мелкими планетами и с Солнцем? Долгое время в этом вопросе господствовал консервативный подход. Астрономы считали, что Юпитер начинал свою карьеру где-то далеко, в орбитах внешней части Солнечной системы, где находится облако материала, который не пригодился при формировании других планет. В юности Юпитер был одним из дальних протопланет и, согласно старой модели, обожрался пылью и газом. В результате постоянных столкновений с мусором планета нарастила массу и сместилась в своей орбите. По старой версии, в процессе аккреции он постепенно терял относительную скорость и сближался со Солнцем. Но взаимодействие с другими большими планетами, прежде всего с Сатурном, остановило этот процесс, и Солнечная система получила тот хрупкий баланс, в котором находится и по сей день. Однако в 2022 году появились новые данные, которые существенно усложнили эту картину. Теория о том, что все ядро Юпитера – это собранные по крупицам камушки и пыль, дала трещину после получения точных данных от зонда Юнона. Они показали, что материал внутри Юпитера распределен неравномерно. Казалось бы, если газовый гигант собирал материал своими силами по крупицам, он должен был представлять собой равномерно размешанную гравитацией кашицу, но реальность оказалась иной. Помимо гравитационных аномалий выяснилось, что масса тяжелых, или, как говорят ученые, металлических, элементов внутри Юпитера составляет, по некоторым оценкам, от 15 до 30 масс Земли. С первого взгляда это может не показаться странным, но если задуматься, возникают вопросы. Юпитер, как и любая другая планета, первоначально был скалистым, как Земля или Марс. Газовым гигантом он стал лишь тогда, когда гравитация стала настолько мощной, что помимо пыли начала притягивать и газообразные вещества. Однако, чтобы набрать столь значительную массу металла не на поверхности, а внутри, Юпитеру, вероятно, приходилось питать себя не только обломками и пылью, но и полноценными крупными астероидами или даже протопланетами. Ученых пока нет единого мнения о том, когда именно Юпитер поедал другие протопланеты – до или после превращения в газовый гигант. Да и не так уж важно. Во всех моделях и расчетах выходит, что Юпитеру можно смело присвоить титул пожирателя планет. По первоначальным моделям Солнечной системы могло бы быть гораздо больше тел,
но упитанный Юпитер отчасти убрал лишних претендентов. Подобная судьба не обошла стороной и Землю. В ее истории также имело место столкновение с протопланетой, частичное поглощение которой сформировало наше современное состояние. Но в свете новых данных прежняя мягкая роль Юпитера как защитника от небесных тел становится сложнее для однозначной интерпретации. Следующая интересная тема – погода. Очевидно, что по многим признакам Юпитер очень далек от Земли. У него нет выраженных сезонов, каких мы привыкли на Земле. На нашей планете смена времен года связана не с расстоянием до Солнца, как иногда думают, а с наклоном оси вращения. Земля наклонена примерно на 23 градуса, поэтому мы различаем зиму, весну, лето и осень. У Юпитера наклон оси очень мал, всего около 3 градусов. И, казалось бы, все части планеты получают примерно одинаковое количество солнечного тепла, поэтому сезонность должна отсутствовать. Тем не менее, наблюдения показывают, что на Юпитере происходят значительные изменения погоды и почти циклические колебания погодных условий. С 1978 года и особенно с появлением мощных современных инструментов, таких как очень большой телескоп ВЛТ в Чили, станция Галилео и зонд Юнона, ученые последовательно фиксируют динамику атмосферных явлений на Юпитере. Ключевой момент в том, что погодные изменения на планете кажутся внезапными и в каком-то смысле цикличными. В целом было известно, что холодные области Юпитера имеют светлый оттенок, а более теплые области – коричневые. И это можно увидеть даже с Земли в телескоп. Но удивительно то, что при повышении температуры в определенных широтах северного полушария иногда одновременно понижается температура в зеркальных широтах южного полушария. При этом эти широты разделены значительными расстояниями, и все же температурные изменения происходят почти синхронно, что остается загадкой. На Земле аномалии климата и крупные погодные циклы связаны с наклоном оси и распределением тепла в атмосфере и гидросфере. На Юпитере подобных физических предпосылок для сезонности нет, поэтому ученые продолжают изучать механизмы, которые приводят к такому зеркальному поведению. Возможно, изучение этих процессов поможет им не только понять климат газовых гигантов, но и научиться предсказывать погоду в более короткие сроки и на нашей планете, хотя бы в пределах нескольких десятков минут или часов. Однако все эти наблюдения – только прелюдия. Самые интересные ягоды находятся на спутниках Юпитера. Они знамениты тем, что по отдельности символизируют разные этапы и аспекты истории Земли и возможности превращения планеты в обитаемую. Ганимед, крупнейший спутник в Солнечной системе, представляет собой огромный каменистый мир с собственной магнитосферой и, по некоторым данным, с жидким наружным слоем или даже ядром. Ганимед – одно из геологически активных тел, и под его ледяной корой, по расчетам ученых, может находиться больше жидкой воды, чем на Земле. Представить, как объединить 3 спутника и получить здоровую планету с вулканической активностью и водой легко, но реализовать это в реальности у человечества, разумеется, пока нет возможностей. Тем не менее, именно подобные идеи подталкивают нас к важным открытиям. Еще одно интересное и недавнее открытие касается Европы – спутника, под ледяной корой которого может скрываться океан. Самое свежее и интригующее наблюдение – у Европы, возможно, отсутствует сформировавшееся железное ядро или оно образовалось относительно недавно. Долгое время считалось, что планеты и спутники дифференцированы, плотные металлы образуют ядро, затем идет мантия и сверху корка. Однако новые симуляции и уточненные данные о плотности показывают, что около 90% массы Европы составляют камень и металл, а не вода.
При этом модели указывают, что при формировании в значительно более холодных условиях металл и камень могли не расплавиться полностью, они просто сцепились друг с другом и застыли. Под ледяной поверхностью океан мог растопиться, но полноценное жидкое металлическое ядро у Европы могло появиться лишь спустя миллиард лет после ее формирования. И не факт, что оно существует прямо сейчас. Ученые не исключают, что спутник все еще находится в процессе внутреннего пробуждения и что на это потребуется еще миллиарды лет. Так что возможно, что мы сейчас наблюдаем мир, похожий на Землю, в самом начале ее пути. Узнаем мы об этом ближе благодаря миссиям. Так, в апреле был запущен аппарат GUIC – Jupiter Icy Moons Explorer. Прямая миссия Европейского космического агентства для изучения спутников Юпитера. К ним он прибудет и начнет предоставлять данные где-то в 2031 году. Миссия очень важна, поскольку в последние годы набирает популярность еще одна теория. Возможно, лучшие кандидаты на наличие жизни находятся вовсе не на Марсе или Энцеладе, а непосредственно среди спутников Юпитера. Началось все с телескопа Хаббл, который еще в 1998 году зафиксировал в атмосфере Ганимеда следы водяного пара. Более детальные наблюдения в 2021 году подтвердили наличие водяной активности. По расчетам, под поверхностью Ганимеда могут находиться чередующиеся слои льда и воды. Его средний диаметр и внутреннее строение предполагают наличие обширных подповерхностных водных запасов. Более того, у Ганимеда обнаружено собственное магнитное поле – индуцированный диполь, по сути аналогичный земному. Это уникальный случай. Ганимед – единственный спутник в Солнечной системе с собственным магнитным полем, которое частично прикрывает его от солнечной радиации, несмотря на могучее магнитное поле самого Юпитера. Похожесть магнитного поля Ганимеда на земное позволяет предполагать наличие жидкого металлического ядра и исходных внутренних процессов. К чему они привели на Земле? К появлению гидротермальных источников, которые, как полагают многие ученые, могли дать толчок к зарождению жизни в океане. У Ганимеда под ледяной оболочкой аналогичные условия тоже могут иметь место, а значит, спутник является одним из наиболее надежных кандидатов в поиске внеземной жизни в Солнечной системе. Таким образом, Юпитер и его окружение представляют собой сложную и многогранную систему, с каждым годом открывающую все новые загадки. Мы узнаем о газовом гиганте все больше, но главные новости еще впереди. Ожидаются новые данные от миссий, новые открытия на спутниках и уточнения модели формирования и эволюции планет. Не забывайте следить за обновлениями научных публикаций и новостей космических агентств. Впереди нас ждет много интересного.